Во-первых, снова продублируйте коллекцию, чтобы у нас было отставание от предыдущих шагов, к которым можно вернуться и сравнить. В отличие от главного подхода первой главы, на этот раз мы начнем со стилизации, пока у нас все еще есть все объекты по отдельности, это облегчит преувеличение особенностей тела. Для этого примера я собираюсь еще больше идеализировать пропорции, чтобы создать нечто больше напоминающее супергероя. Выбери объекты верхней части туловища и увеличь их масштаб. Если у вас есть несколько объектов и вы хотите масштабировать их от центра тела, вы могли бы в этом случае выбрать грудную клетку последней, чтобы она была активным выделением. Измените настройку точки поворота на активный элемент и масштабируйте объекты оттуда, так как в качестве точки поворота будет использоваться только центр грудной клетки. Мы даже можем немного масштабировать объекты вдоль оси X, чтобы сделать плечи еще шире. После этого перемести руки, а также немного увеличь их масштаб, отрегулируй центральный объект туловища, чтобы он сливался с грудной клеткой. Мы также можем масштабировать объекты ARM по отдельности по двум осям, чтобы сделать их толще. Только не забудь потом нанести шкалу. Кстати, если я не упоминал об этом раньше, чтобы масштабировать объект по двум осям одновременно, а не по всем трем. Ты можешь нажать, например, S, а затем Shift-Z, который будет использовать X, и ось Y для масштабирования по существу. Ты исключаешь ось Z при масштабировании для живота. Я хочу сделать их в целом тоньше по направлению к тазу. То же самое для самого таза и бедер. Верхнюю часть ноги можно сделать немного тоньше по направлению к тазу, одновременно вытягивая бок, чтобы придать ей немного больше мышечного угла. Таким образом, у нас есть немного разнообразия и ракурсов и силуэтов. Причину также можно сделать более угловатой в силуэте. Ногу можно увеличить еще больше, чтобы снова придать ей такой разнообразный размер функций. Мы можем сделать это, установив курсор с тремя буквами D на лодыжке и установив начало стопы в положение курсора с тремя буквами D в контекстном меню правой кнопки мыши. Тогда ты можешь просто нарисовать еще немного силуэта, как тебе нравится. Мы также можем масштабировать руки, переключаться между коллекциями, используя цифры на клавиатуре, чтобы увидеть разницу между предыдущим шагом и тем, что мы лепим прямо сейчас. Основываясь на этом, ты можешь преувеличить другие части тела, например, сделать трапециевидную мышцу более выпуклой и мускулистой. Как только ты будешь доволен, продублируй коллекции снова, и мы начнем объединять объекты. Ты также можешь вернуться к цветам материала или объекта в настройках затенения, так как скоро все они все равно будут одним объектом, пока выберете все, кроме рук и головы. И убедитесь, что объект, который имеет начало координат в центре персонажа, выбирается последним, а затем соединяется с объектами с помощью элемента управления J. Если у тебя все еще активны изменения, они могут исчезнуть. Теперь ты можешь отменить и применить все модификаторы, прежде чем присоединять объекты с помощью элемента управления A. Но что мы сделаем прямо сейчас, так это то, что мы будем использовать динамическую топологию, очень быстро щелкнув по симметрии, чтобы сделать сетку симметричной. И убедиться, что направление задано правильно, чтобы Blender знал, какую сторону использовать. Потом, мы можем снова отключить динамическую топологию, так как сейчас она нам действительно не понадобится. Вместо того, чтобы переделывать все тело нажатием кнопки, через пару секунд это должно быть сделано, и все пересечения обрабатываются точно так же, как в первой главе. Мы можем начать сглаживать и смешивать черты тела. Это все для того, чтобы выглядеть более естественно, как кожа, которая покрывает мышцы, жир и кости.
Но на этот раз мы также сразу начнем со стилизации корпуса, сделав пики и впадины, чтобы придать ему слегка жесткий вид поверхности. А также сделаем некоторые области немного проще, чем в реальной жизни. Но точно так же, как в примере. Скульптура головы из первой главы сохранит большинство функций нетронутыми и не будет переборщить с упрощением, если хочешь. Ты можешь упростить гораздо больше, чем я делаю прямо сейчас. Просто используй кисть для сгибания, чтобы вылепить пики и впадины и сгладить их. Поверхность находится между. С помощью глиняной кисти ты можешь добавить или убрать объем, чтобы убедиться, что эти поверхности не получаются плоскими. Используй скребущую щетку как более агрессивный способ сглаживания форм и поверхностей. Во время этой части особенно важно использовать ссылки на реальную человеческую анатомию крупным планом и вдохновляться тем, как другие художники выбирают стилистов и упрощают эти функции. Тебе не нужно сразу копировать их, но ты сам решаешь, сколько деталей ты хочешь сохранить, а что убрать. Например, на шее есть большое количество мышц, помимо СКМ и трапециевидной мышцы, но вам не нужно включать их все. Сейчас это определенно снова длительный процесс лепки, и я немного ускорю некоторые участки, чтобы не повторяться и не делать это слишком длинным в области шеи. Я пытаюсь выяснить, где я могу поставить несколько острых углов. И сколько я могу оставить простым и плоским, чтобы передать мышцы и кости с как можно меньшим количеством форм и поверхностной информации. Немного поэкспериментируй и посмотри, на что ты хочешь пойти. Если тебе не нравится, как это выглядит, ты всегда можешь заново вылепить поверхность в любое время. Спина определенно очень сложная, и я все еще регулярно борюсь с ней. Нелегко выбрать, какие кости и мышцы преувеличивать, а какие упрощать, если они настолько сложны и взаимосвязаны, что вы можете легко потерять внешний вид спины или сделать ее неестественной. Как эмпирическое правило для меня, держите по крайней мере лопатку по направлению к центру, а верхнюю часть позвоночника увеличивайте. Будь осторожен, не добавляй слишком много складок на плоских поверхностях, так как это может легко начать выглядеть роботизированным. Должна быть определенная степень броскости с увеличением выцветания и гладкими закругленными поверхностями.
Мышцы ребер – это деталь, которую я хочу добавить, поскольку они обычно связаны с очень мускулистыми мужчинами, они как бы переплетаются как косы, идущие от живота с одной стороны и со спины на другую и, встречаясь друг с другом посередине, вырезал их на поверхности кистью для сгибания, но больше произносите ту, что на передней стороне туловища, а задние замазывайте. Ты мог бы оставить соски, но я просто добавил их в противном случае. Просто продолжай сглаживать поверхности, решая, где продолжать играть наш образ, и мы не слишком. Добавь немного выпуклости к локтю. Сейчас я вернусь к этому через мгновение, чтобы немного подробнее определить его между грудной клеткой, мышцами плеча и ключицей. Есть немного пустого значения, которое можно продвинуть дальше для локтя. Мне нравится лепить его в виде куба, который вставляется в руку и растягивается вдоль нее. Если мы посмотрим на руки, мы хотим придать им немного выпуклый силуэт и форму, но они неравномерно толстые. Мы можем провести линии от выпуклости к выпуклости, и ты увидишь, что они не параллельны. Линия болезненно провисает, и то же самое относится к ноге, особенно к колену. Теперь мы можем больше смешивать мышцы, чтобы правильно их соединить. Ягодицы могут оставить глубокую складку снизу, но она должна исчезать по бокам, потому что голень, скорее всего, действительно захочет сохранить жесткий край. То же самое с мышцами при кашле. Есть ахиллы, которые также могут оставаться твердыми и в основном сплющенными. Остальное, что соединяется между ступней и ногой, также должно быть смешано для ступней. Ты также можешь произносить слово сухожилие так же, как тыльной стороной ладони. Я все равно не буду проводить много времени на ногах, и скоро мы двинемся дальше. Перед соединением рук применю модификаторы. На этот раз также будет по-прежнему использоваться более высокое разрешение ремежа, чтобы не потерять слишком большую четкость на руках. Теперь в основном будут больше сглаживаться соединения между суставами и лучше определяться выпуклости суставов.
Ногти также нуждаются в немного большей четкости, так как при повторном растирании у вас больше не будет роскоши общих объектных данных для пальца. Поэтому вам нужно лепить каждый из них по отдельности. И в моем случае дополнительное расстояние между пальцами, по-видимому, было недостаточно большим. Два пальца немного слились, потому что расстояние между ними было меньше, чем размер ячейки лос при повторном измерении. Чтобы исправить это, мы можем отодвинуть эту область еще дальше назад и использовать надувную кисть, чтобы сдуть пальцы, удерживая контроль, чтобы увеличить расстояние между ними. Повторяй и повторяй до тех пор, пока это не будет выглядеть правильно, чтобы еще немного отрегулировать расстояние и длину пальцев. Ты также можешь замаскировать их с помощью маскировки лассо, а затем немного разгладить маску, удерживая Shift после соединения объектов. Некоторая геометрия ссылок, по-видимому, вызвала некоторые проблемы на другой стороне. Так что просто повторите симметрию результата, чтобы немного лучше видеть силуэт туловища. Ты можешь снова использовать все, чтобы спрятать оружие. Лепи на торсе с осторожностью, так как скрытые области не будут затронуты твоими кистями, что может привести к разрыву, который будет виден после того, как ты все спрячешь. Просто разгладь их потом, если они у тебя там есть. Я также отрегулировал его головку по отношению к телу и, наконец, объединил оба. Таким образом, я наконец-то смогу сделать их лучше. Отсюда я снова продублировал коллекцию, чтобы внести дополнительные коррективы, отполировать результат и немного упростить некоторые области. Я не буду включать все это в видео. Ты можешь загрузить финальную скульптуру из папки ресурсов курса, прежде чем мы это сделаем. Будет лучше, если мы сольем руку с остальной частью тела, так как после этого весь результат будет намного лучше с более высоким разрешением. Для меня это примерно 4 миллиона треугольников или 2 миллиона граней на данный момент для голосования. Но чтобы избежать этого, вы также можете использовать модификатор Boolean, чтобы просто объединить руки с телом. И немного изменить между ними динамическую топологию, чтобы правильно их смешать. Остальная часть тела на самом деле не нуждается в большем разрешении, чем это. Если сглаживание в этот момент недостаточно сильное при таком высоком разрешении, вы также можете изменить значение, чтобы оно было больше единицы в противном случае. Используй инструмент Scrape или плоские кисти для более агрессивного разглаживания. Однажды мы хотим сделать более высокочастотные детали и поверхности лучше видимыми. Мы можем изменить сумасбродную шапку на что-то более контрастное лично, я все еще использую градиентную сумасбродную шапку из Blended 2.79, которую я добавил в папку ресурсов курса. Если у тебя больше нет этого с этим сумасбродом, ты также можешь увидеть артефакты и области, которые не являются гладкими. Ну, намного лучше, чем обычно.
Точно так же, как при скульптуре с динамической топологией, сначала сглаживайте эти области, а затем продолжайте лепить поверхности после этого. На данный момент я действительно просто блуждаю от одной части тела к другой, быстро оттачивая, шлифуя. Двигайся дальше, пока я не буду удовлетворен результатом. Просто продолжай просматривать свою модель и пытайся найти странные области, которые можно улучшить, и если я не упоминал об этом раньше. Я действительно не могу рекомендовать охватывать конечную сетку с помощью Remesh или Dynamic Topology. Поскольку поверхность всегда будет немного грязной в какой-то степени с динамической топологией, у вас будет много неравномерных по размеру треугольников повсюду. И для повторного измерения вы получите такую круглую структуру, как эти кольца в топологии повсюду, которая будет видна в зависимости от того, насколько высоко вы поднимаетесь. Ты никогда не сможешь получить полностью гладкую поверхность, если не будешь использовать модификатор с несколькими разрешениями для лепки, к которому мы вернемся в какой-то момент. Просто пока не переусердствуй с деталями и в основном постарайся определить общие формы и формы рук. Я также пошел дальше и добавил несколько складок назад и сделал силуэт немного более угловатым, как и тело. Я тоже наконец-то правильно перевожу руку на оружие, но я оставлю большую часть полировки для торса в качестве примера, чтобы видео было короче. Для некоторых складок я начал увеличивать коэффициент сжатия кисти для сгибания, теоретически вы также можете использовать кисть для сгибания. Но кисть для сгибания гораздо эффективнее для придания. У тебя хорошие пики и впадины, так как он также складывает и вычитает для приложений. Я хотел добавить немного рисунка к жестким краям. Все они разделены ущемленной долиной, но над долиной у них также есть изогнутый ущемленный пик. Это придает поверхности приятные приливы и отливы, сохраняя при этом некоторый объем и броскость. Еще раз убедись, что ущемленные впадины ребер исчезают по направлению к месту. Я закончил тем, что сделал то же самое с лопатками. Также следи за неровностями силуэта и используй кисть с плавным падением изгиба, чтобы исправить эти формы. И снова продолжай экспериментировать и проверять, какие мышцы ты хочешь сохранить, преувеличить или упростить для груди.
Я также закончил тем, что сгладил один жесткий край, чтобы не переусердствовать и не сделать его слишком роботизированным. Большая часть оставшейся части видео будет замедленной, но я буду делать это относительно медленно, чтобы ты все еще мог следить за тем, что я делаю. Теперь мы поговорим о том, как добавить одежду для твоего тела.